В этом видео мы с вами довяжем Санту. И с вами я, Татьяна Мединцева. Приветствую вас на своем канале о вязании. Ссылочки на предыдущие две части найдете в описании под видео. Также в описании под видео найдете ссылки на мои соцсети и на магазин Etsy, где вы сможете приобрести мастер-классы в PDF формате на все мои игрушки. И вот такая вот красота уже получилась. Теперь сделаем бороду и брови. Давайте начнем с бровей. Так, мастер-класс по бровям почему-то не записался, но мы просто их вышиваем пушистой пряжей, делаем по 3 или 4 стежочка над каждым глазом. Так, теперь для бороды нам нужно много вот таких вот небольших, сантиметров 10, наверное, сейчас пойду померяю, ниточек нарвать, нарезать. Я просто одну к другой прикладываю и нарезаю. Много-много, потому что мы сейчас будем делать бороду, волосы, оформлять уже красиво нашего Санта-Клауса. Сейчас скажу вам, какой длины. Видите, это я отрезаю с ниточки, которая у меня осталась после бровей. Так, да, ниточки по 10 сантиметров. Нам их нужно много. И мы просто их начинаем продевать вот здесь вот сразу под петелечку. Хватаем ниточку. Хвостики выравниваем. Вот здесь вот хвостики выравниваем. И я вот так вот в петельку их протягиваю. Один хвостик и второй хвостик. И здесь затягиваем. Вот таким образом. Под следующую заходим петельку. Хватаем ниточку. Снова хвостики мы выравниваем. Угу. И протягиваем в петельку. И затягиваем. То есть, поняли? Вот таким образом мы здесь сейчас еще один стежочек такой сделаем. И сверху под глазиком будет достаточно. Вот так вот. И здесь под глазиком по этому ряду 3 сделаем петельки. Потом переходим на следующий ряд. И начинаем точно так же делать в следующем ряду. Следующий ряд нужно будет уже пройтись. Видите, вот здесь вот немножко возле носика оставляем. Такое место вот. Не делаем, чтобы у нас как будто усы были. То есть здесь одну петельку не провязываем. И просто вот здесь вот по кругу начнем делать, как и... Господи, что мне трудно объяснять, да? Я просто немного приболела, поэтому вот туговато соображаю, вы простите. Так, уже в следующем ряду, когда мы будем сейчас проходить, то мы будем проходить полностью вокруг, чтобы у нас здесь и волосы формировались. У меня в волосах 2 ряда. То есть мы один ряд пройдем и ниже ряд захватим, тоже пройдем полностью по кругу. А здесь я еще чисто вот здесь для бороды еще плюс 1 ряд сделала. Но это опять же смотрите по своему вкусу. Сейчас я сделаю с этой стороны и начну дальше хватать петелечки. Можно и вот так вот их брать, можно вот так, как вам нравится.
То есть все то же самое. Мы зашли, выровняли, в петельку протянули и затянули. И вот здесь, вот этот уже ряд мы пройдем полностью. Вот так вот будем хватать петелечку. И пройдем полностью по кругу. То есть, поняли, вот здесь вот, так это много, один ряд мы хватаем. Полностью по кругу пройдем. Ну и здесь доделаем под глазиком. Вот, видите, я с этой стороны сделала 3 петельки для усов под глазом, а теперь начинаю уже по кругу проходить то, что вам рассказывала. Формируя бороду и волосы сзади. Видите, кстати, вот это тоже Alize Softy Plus. Но я эту покупала еще несколько лет назад, у меня оставалось немножко. Видите, какая она белая? А это я купила вчера пряжу Alize Softy Plus. Она, во-первых, не такая белая, а во-вторых, она не такая толстая. Я уже даже подумала, может, это Alize Softy Mega. Она потолще идет, но у меня есть моток Alize Softy Mega, и там она прям сильно толстая. То есть это реально плюс был, но просто она была раньше другая. Но если не сравнивать, то очень даже круто все у нас выглядит. Не видно, что она там толще, не толще, все равно все классно. То есть, поняли, здесь я 2 ряда сделала. Вот именно голову, вот эту вот часть, вот эту вот. 2 ряда сделала, а здесь я сделала 3 ряда. Ну тоже ж видите, вот таким образом. Туда дальше я уже не шла, до ручек только. Здесь до ручек и здесь до ручек я сделала на 1 ряд больше. Видите, вот так вот у меня выглядит. На 1 ряд побольше провязала. Здесь красиво все дооформила, чтобы дедушка у нас такой был красавчик с такой вот шикарной, богатой бородой. Нам осталось связать шапочку. Шапочку я начинаю вязать с бубона. И бубон у меня связан этой же пряжей, которой мы оформляли голову. Не голову, а бороду. Я делаю петельку, 2 воздушные петли и в первую набираю 6 столбиков без накида. Крючок все тот же, ничего не меняла. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаю 6 прибавок в каждую петельку, по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Вязание тоже будем выворачивать. В третьем ряду провязываем просто 12 столбиков без накида. Провязала, вот вязание вывернула. В четвертом ряду делаем 6 убавок. Я полностью захожу в петельку, потому что здесь не видно ни передней стеночки, ни задней. Поэтому я полностью захожу в петельку и провязываю убавочки. Это уже 3-я, 4-я, 5-я и 6-я. И в 5-м ряду делаю 3 убавки. И бубончик будет готов. Вот, 3 убавочки мы сделали. Так, что тут не туда я пошла. Здесь, конечно, нужно быть аккуратненько, потому что петелек не видно. Так, вот 3-я убавочка сделали. Теперь нам нужно
присоединить нашу красную ниточку. И мы будем делать в 6 ряду 3 прибавки. Но сначала сейчас присоединим ниточку другую. Заходим в петельку, хватаем красную ниточку и провязываем столбик без накида 1. И сюда же сразу провяжем 2 столбик без накида, сделаем уже 1 прибавку. Ниточки между собой связываем узелком. И белую обрезаем. Хвостики эти прячем вовнутрь. Я наполнитель в бубончик не добавляю. Он такой маленький, поэтому там и не нужно его. Так, 1 прибавку мы сделали. Следующую петелечку идем. Провязываем 2 прибавочку. Так, и провязываем 3 прибавочку. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Так, а дальше нам нужно 2 ряда, 7 и 8, провязать по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Так, это я провязала. Дальше у нас идет 9 ряд. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так сделаем до конца ряда. 2 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 8 столбиков без накида. А затем 10 и 11 ряд просто провяжем по 8 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше идет 12 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. Так делаем 2 раза как раз до конца ряда. В конце ряда у нас будет 10 столбиков без накида. И затем 2 ряда, 13 и 14. Провяжем по 10 столбиков без накида в каждом ряду. В 15 ряду мы вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так делаем 2 раза как раз до конца ряда. В конце ряда получится 12 столбиков без накида. И затем 16 и 17 ряд провяжем по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Это я довязала. Дальше идет 18 ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем 19 ряд просто провяжем 18 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет 20 ряд, вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так делаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. И затем следующий ряд, 21. Провяжем 24 столбика без накида. Так, это я довязала. Дальше у нас идет 22 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. А затем 23, 24, 25 и 26 ряд, то есть 4 ряда, провяжем по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Теперь нужно провязать тоже 30 столбиков без накида в следующем 27 ряду, но уже пряжей вот этой вот, которой мы делали бороду Alize Softy Plus. Мы присоединяем эту ниточку, как обычно, провязываем столбик без накида, можно еще 1 столбик без накида в следующую петельку провязать. Здесь связываем. Между собой узелочком. И эту ниточку, в принципе, можно обрезать красную, но я оставлю небольшой хвостик, чтобы потом пришить
колпачок к голове. Я его пришиваю, чтобы он у нас не падал. И еще я пришиваю вот этот вот хвостик к самому колпачку. Так, обвязываем 30 столбиков без накида белой пушистой пряжей. Это я обвязала 30 столбиков без накида пушистой пряжей. А теперь обвязываем еще один ряд, но будем заходить не под следующий, ну как будто не следующий ряд вязать, а будем заходить в предыдущий. И провязывать тоже 30, но не столбиков без накида, а полустолбиков с накидом. Делаем накид и заходим в ту же петельку. Вот у нас хорошо их видно из-за того, что ниточка поменялась. Вот заходим сюда же. Хватаем рабочую ниточку, 3 петельки на крючке провязываем за один раз. Еще раз показываю. Сделали накид, зашли в предыдущий ряд. Вот сюда. Схватили рабочую ниточку, 3 петельки на крючке провязываем за один раз. И таким образом обвязываем тоже по кругу по 30, не по 30, а просто 30 полустолбиков с накидом в этом вот ряду. Это у нас получается уже 28 ряд. Тут самое главное, что мы должны заходить в предыдущий ряд, то есть именно вот сюда, куда мы заходили, провязывая прошлый раз. Так, это я довязала. И теперь осталось еще один ряд провязать, чтобы сделать вот этот вот кантик таким ровненьким. В принципе, можно и так оставить, кому нравится. Я хочу еще провязать один ряд с соединительными столбиками, но опять же заходить буду в тот же ряд, в который вот мы только что 2 ряда провязали. То есть мы заходим прямо сюда. Хватаем рабочую ниточку и сразу протягиваем ее в петельку, то есть делаем соединительный столбик. Понятно? И вот соединительными столбиками обвязываем целый ряд, то есть заходим опять же в этот вот предыдущий ряд и по кругу будем обвязывать вот соединительными столбиками. И тогда у нас получается вот такой вот красивый, ровный, давайте я вам покажу, ровная такая вот, что это? Вот скажите мне, опушечка. Так, вот хорошо, мы тут все обвязываем по кругу. Получается 30 соединительных столбиков нужно сделать. Ну и тут, чтобы все было красиво, сюда же зайдем, вытащим, ниточку обрежем, вытянем, сюда ее вот так вот возьмем и на эту сторону протянем. Угу. Здесь этот хвостик беленький с беленьким свяжем узелочком. Угу. И можно их обрезать. Угу. И вот такая вот шапочка у нас получается. Теперь нам нужно этот хвостик
подшить. Ну, вот сюда вот, сбоку. Для этого я вставляю ниточку в иголочку. И так, это вот у нас где закончилось, видите, вязание, это будет сзади. Поэтому примерно мы формируем, чтобы вот так вот было, да? И идем сюда. Сейчас я тут по петелькам пройду, чтобы у меня поближе были ниточка. Ниточка вот эта была поближе к этому хвостику. То есть я выхожу вот здесь вот и хватаю этот хвостик только, ну вот этот вот кончик шапочки, хватаю только вот с одной стороны, другую не беру. То есть вот так вот мы ее сейчас тут приделаем. Угу. Пока вот сюда вот выведем. Видите, вот так вот мы сделали. Теперь примеряем шапочку на Санта-Клауса. Сейчас мы его посадим. Вот таким вот образом мы примерили. Ой. Здесь оставляем, чтобы бровки было видно. А вот здесь вот сзади поглубже шапочку одеваем. Угу. И в принципе можно оставить и так, и не пришивать. Но я что еще делаю? Я хочу, во-первых, вот так вот и чуть-чуть, чтобы это было. Вот здесь вот, ну, чтобы наверняка шапочка уже не снималась. И вот здесь вот я, когда буду пришивать сейчас, то я тоже сделаю такую искусственную, как волну. Вот посмотрите. Вот таким образом. Это я тут прихватила. То есть, смотрите, тут формируем самостоятельно, как нам нравится. И я думаю, что вы тоже будете пришивать. Я из-за того, что сразу буду пришивать эту шапочку, то я прям сразу и начну это делать. Здесь вот через одну петельку. Бровки делаю так, чтобы у меня были открыты. И вот тут вот по краешку я чуть-чуть прихватываю. Угу. Иду до этого края. Видите, сразу вот тут мы прихватим шапочку. А здесь вот такой вот наплывчик мы сделали. И я иду, тоже здесь прихвачу. Вот таким образом, заходя в шапочку. И вот здесь вот. Голову уже не трогаю, просто шапочку прихватываю. Угу. Видите, и так она у меня будет держаться. Все, здесь мы хорошенечко натягиваем. Вот так вот на головешечку нашу. Вот так вот. И хорошо придерживаем. Вот таким образом, да. И вот здесь вот спускаемся и начинаем пришивать уже снизу шапочку. Хочу еще поглубже сюда, оп, прийти. Угу. Тут через одну шпетелечку я беру. И уже прям к голове пришиваю. Угу. Так, смотрим, чтобы все у нас устраивало. Смотрите, какой классный.
Видите? Так, если все окей, то здесь мы просто завяжем узелочек где угодно и ниточку спрячем вовнутрь. Угу. И теперь смотрим, что же у нас получилось. Здесь хорошенечко все расправляем. Вот эти усики в одну сторону, бороду в другую. Вот так вот. Ниточки все эти убираем. Вы просто посмотрите на эту красоту. Голова у нас двигается, вращается. Видите? И теперь мы берем ленточку. Отрезаем сколько-то нам нужно. И вставляем в иголочку, либо крючком это делаем, как хотите. Здесь вот заходим в рукавичку. Вот так вот. И здесь снизу заходим. И теперь мы сможем повесить этого дедушку на елку. Вот здесь вот завязав просто бантик. Когда он обнимет елочку, либо бутылку какую-то, да, мы сможем так, оп, бантик завязали, и он у нас вот так вот будет держать. Голову сюда развернули. Ножки тоже поправили. Сейчас я его, знаете, что на бутылку кока-колы посажу. Свято наближается. Не реклама это, которая постоянно новогодняя кока-колы. Как раз сейчас вот пришла в голову, поэтому сделаем такое фото.